Вы что, с ним знакомы, что ли? Мы с Яней подумали в бордель. Ёлки-палки. Ой, какое моментальное, да. Ёлки. Ой, эти баблин. Ёлки. No, siempre pinto con mi marido. Он такой старинный, всякие. Угу. Бандерас и Мелани Грин. Приветствую всех на моем канале, и сегодняшнее видео будет посвящено прекраснейшей Малаге. Вообще, это 4-е видео из большой серии, посвященные нашему несостоявшемуся трансатлантическому круизу. Обязательно досмотрите, будут еще видео из этой серии, и почему наш круиз не состоялся, вы узнаете. А сегодня мы в Малаге. Это была наша 3-я остановка. Мы приплыли на корабле Explorer of the Seas круизной компании Royal Caribbean. Круизный порт Малаги, он находится практически в городе. Мы вышли с корабля, доехали на такси буквально 5 минут и вышли вот в этом прекрасном парке. Малагский парк заложили в конце 19 века практически у самого моря. Участок засадили экзотическими растениями, проложили пешеходные дорожки и украсили территорию фонтанами и скульптурами. И все парковые объекты органично вписаны в природный ландшафт. В 21 веке главный парк Малаги стал любимым местом отдыха жителей города. Привлекательный многонациональный город Малага является центром курорта Коста-дель-Соль и располагается в красивейшем районе залива Андалусии. Окруженная горами со всех сторон, кроме южной части, которая выходит к морю, этот город вечной весны со среднегодовой температурой плюс 22 градуса. Дожди здесь бывают только несколько раз в году. Это веселый и приветливый город, солнечная лента побережья, элегантная и суетливая одновременно, соперничает с традиционными ривьерами Италии и Лазурного берега. Привилегированная публика, короли шоу-бизнеса, аристократы, нефтяные шейхи расслабляются в несравненном раю Коста-дель-Соль. В этой остановке нам очень повезло, потому что мы встретили своих друзей, наших казахстанцев, земляков, которые уже долгое время живут в Испании. Мы их встретили еще в Барселоне, а затем специально они приехали в Малагу, чтобы погулять вместе с нами. Поэтому они нам показали много интересных мест. Смотрите, и вы сейчас увидите. А мы потихоньку приближаемся к главной пешеходной улице города Маркес де Лариос в центре. Это возможность одновременно совершить познавательную прогулку и увлекательный шопинг. Проложенная в XIX веке улица претерпела немало реконструкций и сегодня выглядит ярко и празднично в любое время суток. Вся территория этой улицы заполнена бутиками известных брендов, магазинами, кафе и ресторанами.
Вдоль широкой пешеходной дорожки установлены скульптуры, на улице выступают местные музыканты, певцы, артисты и танцовщицы. Сейчас начало ноября, а эта улица уже украшена к новогодним праздникам и Рождеству. Посмотрите, как она красиво выглядит, а чуть позже вы увидите, как зажигались вот эти праздничные огни на этой улице к Рождеству. Мы неспешно прогуливались по центральной улице, смотрели на прекрасную архитектуру, на красивые кафе. И, конечно же, девушки нашей компании заходили практически в каждый магазинчик и выбирали себе что-то новенькое. Надо сказать, что, конечно же, европейские товары, одежда европейских брендов, она очень качественная, очень стильная, современная. Посмотрите, вот какие цены на эти товары. Ну и напишите в комментариях, как вам цены. За качество я скажу, что очень высокого качества трикотаж и все очень-очень стильное. Исторический возраст Малаги насчитывает более 3000 лет. Город основали финикийцы в период около 1100 года до нашей эры. За свою многовековую историю Малага пережила влияние финикийской, римской и арабской культур. Ее звездные ночи слышали меланхолические сериады влюбленных эмиров, как сегодня слышат аплодисменты туристов, любителей фламенко в ночных ресторанах. После недолгого пребывания под властью Карфагена она перешла в руки римлян. В 711 году в результате захвата арабами она стала столицей независимого эмира, который не захотел подчиниться власти кордовского эмира Абдарахмана.
Наконец, после длительной осады она была взята католическими королями. Но большее число мавров продолжало жить в Малаге до их изгнания в начале XVII века по указу Филиппа III. Однако памятники и архитектурные сооружения города, к сожалению, испытали со временем большие потери. Малага финикийская, карфагенская, римская, арабская, христианская, но всегда радостная и полная песен, несмотря на превратности судьбы, всегда и всем открыта, и не только для отдыха и сладкой жизни на пляже, но также для работы и коммерции. Ее порт, главный в Андалусии по связям со всем Средиземноморьем, здесь вращаются торговцы и путешественники, встречая гостеприимство, насчитывающее тысячелетия. Неторопливо гуляя по улицам Малаги, мы наконец-то дошли до такого красивого дворца. Это епископский дворец, который возвели в Малаге в XVIII веке. Архитектор Антонио Рамос выбрал для дворца стиль барокко, превратив здание в архитектурный шедевр. Благодаря желтому кирпичу стен и красной отделке окон дворец выглядит ярко и празднично. Центральный вход с деревянными воротами оформлен колоннами нежно-розового цвета. А это Малагский собор Воплощения, кафедральный собор епархии Малаги. Он расположен в историческом центре города. Строительство собора началось в 1528 году на месте арабской мечети и завершилось в 1782 году. Собор был освящен в 1588 году. Проектом предусматривалось здание с 2 башнями, но из-за нехватки средств была возведена только 1 башня. Поэтому Малагский собор носит в народе название «Ла Панкита» – «Однорукая дама». Малагский собор стал единственным крупным строением города, выстоявшим в землетрясении 1680 года. При весьма сдержанном убранстве в Малагском соборе нашли отражение несколько архитектурных стилей – готический, барокко и неоклассицизм. Собор располагает собственным садом и апельсиновым двориком. В 1855 году собор был объявлен Малой базиликой римским папой Пием IX. В здании собора работает музей.
креветочки жареные в сахаре. На, попробуй. Нурику не давайте так. А здесь мы увидели очень длинную очередь и не могли понять, куда она. Но когда мы дошли до начала этой очереди, то поняли, что это очередь в музей Пабло Пикассо, уроженца города Малаги. По ходу нашей прогулки мы, конечно же, заходили в маленькие сувенирные лавочки, чтобы купить себе что-нибудь на память об этом прекрасном городе. А потом наши испанские друзья нам посоветовали пообедать в самом известном кафе города Малаги, который посещают все путешественники, а также известные люди. И вот мы двигаемся по направлению к этому кафе. Старинный бар сохранил свою аутентичность. Иди, нормально, нормально. Я вижу. А, да? Он такой старинный. А. Угу. Пойдем дальше. 이거
Кафе было заполнено полностью, и нам было сложно найти место, но нашли мы стол для себя. Очень вкусно пообедали, поели паэлью, запили все прекрасным испанским вином и прекрасно провели время. Недалеко от кафе мы увидели какое-то древнее сооружение. Оказалось, что это Римский театр. Он находится прямо у подножья горы. Его история удивительная и необычная. Дело в том, что нашли этот памятник истории совершенно случайно. Построен Римский театр был очень давно, еще в 1 веке до нашей эры. По назначению это строение использовали довольно долго, вплоть до 3 века нашей эры. Позже, когда Малагой владели мусульмане, театр утратил свои основные функции. Он превратился в каменоломню. Интересно, что в 2011 году Римский театр вновь стали использовать по назначению, проводить здесь различные концерты и спектакли. В конце нашей экскурсии по Малаге мы решили не ехать на такси до нашего лайнера, а решили прогуляться по набережной. Поскольку в курортном приморском городе люди тусуются в основном у моря, то и основная движуха происходит на набережной. И даже вне сезон это, пожалуй, самое оживленное место в Малаге. Мы решили пройтись и посмотреть, что здесь есть интересного. Первое, что бросается в глаза на набережной Малаги, это высокий волнообразный навес из параллельно расположенных пластиковых лопастей. Он защищает променад от жаркого солнца и делает прогулку более комфортной. Вдоль набережной Малаги разбит парк под названием «Пальмовый сюрприз». Название парку дали многочисленные пальмы, высаженные на площадках с необычным ландшафтным дизайном. В зеленой зоне найдутся уголки для спокойного отдыха, детские развлечения, кафе и рестораны. Парк украшают танцующие фонтаны и арт-объекты. И с набережной открывается прекрасный вид на море и порт. В любом европейском городе очень популярны экскурсионные автобусы, а здесь в Малаге есть экскурсионная яхта.
Вот такая вот очередь на этот кораблик экскурсионный. Затем мы понаблюдали за шикарными яхтами, которые пришвартованы в порту. Очень, конечно, они красивые. Не всегда удается вблизи полюбоваться на эти красивые яхты, а в этот раз в Малаге у нас все получилось. Мы подошли, поснимали, понаблюдали. Красиво. По левую сторону мы увидели маяк. Это маяк Ла Фарола. Был построен в 1817 году по указу короля Хосе I. Высота башни составляет 38 метров. Первая осветительная система была механической, а с начала 20 века для освещения применяется оптика. Отметив свое 200-летие, маяк Ла Фарола продолжает встречать суда. В будущем власти города планируют создать в нем музей. Наша небольшая экскурсия по Малаге подошла к концу. Видео завершается. Я буду благодарна вам за комментарии, за лайки, за подписку. Это все способствует продвижению моего канала. И я буду вам очень благодарна за внимание.